Она рядом, но ты ее не замечаешь. Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. И сразу же мне показывает, что есть у вас такое неоднозначное отношение вообще к миру в целом, да? Есть подозрительность, есть недоверие к людям и есть даже, возможно, изменения в вашем характере. Но опять же, это может быть последствием вашего недоверия. Почему так? Почему произошло? Когда-то вы были другим, когда-то вы были более доверчивый, может быть, даже более наивный, но после того, как произошли у вас очень серьезные перемены в личной жизни, когда вам вставили нож в спину, грубо говоря, ну, по сути, ваши женщины, да, вы понимаете, о чем я говорю, после этого потеряли и какой-то даже внутренний покой, потеряли доверие, и доверие не только к женщинам, а, наверное, к миру в целом. Поэтому есть такие у вас немного и внутренние проблемы, но это скорее такая общая психотравма. Это последствия уже того, что сделали с вами прежние женщины. Ну и давайте как раз сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, вы действительно доверяете, либо же нет окружающим людям. Я говорю не только о женщинах. Вот как вы на сегодняшний день, я уже когда-то делала подобный опрос, ну давайте, может быть, что-то поменялось, плюс много новых подписчиков. Давайте-ка порассуждаем. Всегда интересно читать ваши комментарии. Насколько вы открыты, либо же закрыты и с недоверием относитесь к людям. Вы человек, который любит, возможно, даже какие-то философские темы. Вы можете, ну, либо же психологию сюда еще можно отнести. Вы, может быть, интересуетесь такими науками, читаете, смотрите видео, изучаете эту тематику. Причем она для вас стала, ну, таким большим подспорьем. Благодаря вот этим самым, может быть, видео, книжкам, там, психологам, может быть, даже кто-то и тарологией увлекся из-за таких вот внутренних конфликтов, из-за того, что именно благодаря вашим внутренним конфликтам вы начали увлекаться той же самой психологией, либо таро. Потому что здесь вы находите ответы на какие-то свои вопросы. Здесь вы реально почерпываете информацию, которая порой открывает вам глаза. Либо же на ваших прежних женщин, либо же открываются глаза вообще на восприятие мира и людей в целом. Поэтому вот вы с головой можете, мне показано, кто-то углубился в изучение этих наук. Вы, может быть, даже стали больше философствовать, либо же вот на какие-то психологические темы рассуждать на работе, в компаниях, там, с друзьями и так далее. Ну, то есть вы очень сильно углубились, может быть, даже, знаете еще почему? Изучаете еще психологию женщин, либо же психологию восприятия разницы полов. И это, кстати, вот кто этим занимается реально, напишите, кстати, кто изучает, ну так, досконально психологию. Очень полезная штука. Я бы вообще советовала всем вот поголовно изучать психологию, намного меньше было бы разводов. Вы человек, опять же, это все вытекает одно из другого. Из-за ваших каких-то таких разочарований жизненных, вы человек, который, ну, я не могу сказать, что вы прям сильно вспыльчивый, но, может быть, стали более остро, более колко реагировать на какие-то вещи, которые на раньше могли не обращать внимания. У кого-то может действительно проиграться более вспыльчивый характер, либо же вы стали более остро реагировать на те вещи, которые вот раньше действительно, вот мне опять-таки показано, действительно вы на них не реагировали, да. Особенно вы остро реагируете, если понимаете, что где-то есть обман, либо же какое-то лицемерие, вот какая-то такая, знаете, скрытая подоплека. Кто-то из вас подвергался в своей жизни, либо же сейчас находится под воздействием черной магии.
Это вы можете также ощущать и по себе, по здоровью, по какой-то черной полосе. Опять же, я уже много раз проговаривала, у каждого это свои симптомы, либо же признаки. У кого-то это проблемы в личной жизни, у кого-то с работой, у кого-то два в одном может быть. Поэтому обратите на это внимание. Хотя среди вас и есть те, кто обращался за помощью, да, может быть, вы чистки делали, либо же сейчас вы можете быть, ну так, в раздумьях, но еще, может быть, не очень готовы к чистке, но уже задумываетесь, либо же подыскиваете мастера, ну, то есть вы еще, ну, в таких, в эмоциональных качелях и думаете, что делать, как быть, потому что есть немножко такое скептическое отношение. Касательно женщин, я не могу сказать, что кто-то украл ваше сердце. Вот на сегодняшний день как-то женщины у вас то ли отошли на второй план. Возможно, как мне показывает, кто-то из вас углубился в работу. То есть вы заняты, может быть, больше зарабатыванием денег, да. То есть здесь разные причины могут быть, но почему-то вот женщины, может быть, еще из-за недоверия, они как-то в ваши ближайшие планы пока не входят. Ну, давайте-ка посмотрим теперь, кто же рядом, но вы ее не замечаете. Порой, знаете, бывает, судьба ходит рядышком, а вы не замечаете. Кто же это? Смотрите, то, что мне показано, какой-то период вы даже, я думаю, не будете замечать женщин. Опять же, у каждого своя причина. Кто-то еще находится под воздействием разрыва, кто-то взял паузу в личных отношениях, кто-то, как я уже сказала, занят другими делами, голова забита другими делами. Но для себя вы четко определили, не то чтобы рамки, вы для себя, ну пусть даже это мысленно в голове, вот как-то вы решили, что да, есть небольшая такая дверца в будущее, да, которую вы приоткроете, но чуть позже. То есть дверцу в новую жизнь, в новые отношения вы для себя оставляете приоткрытой. То есть вы не поставили окончательно и бесповоротно крест на своей жизни, да, а надеетесь, что да, вот решу, допустим, финансовые проблемы, а потом займусь личной жизнью. Может быть, кто-то решил, что вот когда отболит в душе, тогда начну заниматься личной жизнью. Вот как-то вот из этого. Так, смотрим конкретно. Конкретно, кто же рядом, но вы не замечаете. Смотрите, есть же рядом женщина, с которой вы абсолютно точно можете построить, ну, не только семью, вы можете, кто-то даже детей, может быть, родит. Но опять же, это человечек, который на сегодняшний день может для вас быть незаметна, эта женщина. Она моложе вас. Эта женщина может быть даже с маленьким ребенком. Я знаю, что кого-то из вас это может отпугивать, и отпугивать очень сильно, да, но тем не менее, это вот, знаете, ваша женщина по судьбе. Она к вам давно присмотрелась, она-то вас заметила, но вы, опять же, по своим каким-то внутренним ощущениям, из-за ваших каких-то, может быть, и внутренних, и внешних проблем, вот на женщин абсолютно не обращайте внимания, и на нее, естественно, тоже. Она страстная, она моложе вас, она такая очень интересная, есть какая-то в ней доля и сексуальности. И она очень потрясающая. Вот если у кого проиграется, ну, опять же, это общий расклад, может и не быть ребенка, у кого-то с ребенком проиграется, у кого-то нет. Просто допускаем это, потому что общий расклад. Она потрясающая мама. Если ребенка нет, она может, ну, это потенциально, да, она потрясающе относится к детям. Причем даже она любит детей, не только своих. В ее жизни был обман когда-то. Она знает, как это тяжело, как это больно. Есть у нее опасения, чтобы только не повторить ту же ситуацию, только бы не наступить на те же грабли. Она, знаете, вот чем она отличается? Она легкая, она активная, она может быть веселая. Есть такой, может быть, огонечек задорный у нее в глазах. Она может делать несколько дел сразу. Она очень интересный собеседник. Она очень такой, знаете, она светлый человек, она компанейский человек, у нее много друзей, приятелей, которым она может всегда спешить на помощь. Она очень такой заботливый, очень ранимый человек.
Поэтому вот обратите внимание, кто вас окружает. Я не говорю, что у всех проиграется, она где-то прям совсем рядом. Вы можете с ней где-то периодами пересекаться, да? Но, тем не менее, она успела вас заметить. Чем вы ей нравитесь? Давайте-ка, я думаю, вам будет тоже интересно, чем вы ее цепанули. Во-первых, есть какая-то такая притягательность для нее в вашем поведении. Неважно, где вы с ней пересекаетесь, хоть в компании, хоть на работе, хоть в парке, там во дворе, на лавочке, не знаю где угодно. Но есть какая-то вот легкость в вашем общении. Может быть, вы тоже такой, знаете, хоть и душа болит, а сердце плачет, иногда вы можете все равно где-то какую-то шутку вы отпустить. Есть какая-то такая задоринка и в вашем поведении. А поскольку она тоже такая, она и ценит и замечает очень быстро таких же легких, озорных, задорных людей. Она также видит в вас вот какую-то такую, знаете, внутреннюю силу. Между прочим, вот вашу грустинку в глазах она тоже замечает. Ну, вернее, заметила. Поэтому она не проявляет пока активности. Почему? Почему? Потому что она видит, смотрите, ребят, очень четко. Те из вас, кто особенно вот сейчас, ну, не в таком, не в романтическом отношении, вернее, настроении, да, я уже оговариваюсь, это очень заметно. То есть такое депрессивное настроение, либо же усталость. Здесь может быть еще эмоциональное выгорание. Здесь может быть такое расстройство из-за финансов. Да? Вот, ну, то есть у каждого это будет по-своему. Она это видит. Это отображается либо же в ваших глазах, либо же ну, на вашем лице видно. Вроде бы и озорной огонечек где-то есть, но он такой грустный, это огонечек, и она это видит. Она пока вот как-то даже побаивается, пока спугнуть вас. Она вот почему-то думает, что если она сделает какой-то шаг поближе к вам, вы можете просто, ну пусть даже деликатно, но отшить как-то, либо же не захотеть с ней общаться. И это ее немножко останавливает. Хотя вот придет время, я думаю, немного времени пройдет, и она все-таки проявит вот инициативу. Она будет с вами общаться. Может быть, она сама первая завяжет разговор. Она, может быть, увидит, почувствует, что вам будет плохо, грустно на тот момент. Опять же, вы будете в таких энергиях находиться, которые, ну, просто невозможно не заметить. Она проявит, вот опять же, этот шаг навстречу, эту инициативу к вам. Это будет такой разговор обо всем и ни о чем. Причем даже, может быть, первый вот такой вот самый длинный, ну, он может быть и по факту и не очень длинный разговор, но тем не менее, вот если сравнивать и ваши прежние такие, может быть, короткие какие-то общения, может быть, вы там где-то парой слов перебрасывались, это будет разговор, который ее немножко даже разочарует, потому что вы, находясь в таких энергиях, то есть вы никакого импульса, ну, не подадите, никакого знака, никакого такого маячка, что вы готовы к отношениям, что вы открыты к отношениям. Поэтому она пообщается с вами, да, вот она сделает этот шаг, но для того, чтобы сблизиться, но на первой встрече, вот на таком разговоре, у нее это, к сожалению, не получится. И она как бы уйдет восвояси и даже, может быть, немножко огорчится, что вот ну, не получилось сблизиться с вами в этот раз. Что же будет дальше? Давайте-ка смотреть вообще вероятность ну, ваших дальнейших, вероятность отношений, вероятность ну, какого-то вашего такого общения. Да, вы посмотрите, вот четко у кого-то из вас сейчас настроение, вот особенно семерка жезлов нам показывает, что ну как будто в обороне, да, вам не до женщин из-за своих каких-то внутренних, может быть, именно и финансовых, и внешних проблем, всех по-разному. Смотрите, какой-то период она не будет к вам проявляться вот после того разговора, когда она немножко так подразочаруется, да, вроде бы она и проявит какой-то шаг, но не будет видеть инициативы с вашей стороны. У нее будет тупиковая ситуация, она очень как бы будет расстроена какой-то период, что вы ну, никак не проявляетесь. Потом пройдет какой-то период, и, может быть, это
решаться ваши проблемы, у кого-то финансовые, у кого-то ваши внутренние проблемы решаться, что вы станете более открытый, более даже какой-то вот жизнерадостный, что ли. И у кого-то даже это, ну, реально проиграется с получением довольно приличной суммы денег. То, что вас окрылит, безусловно, и здесь вы будете готовы больше и к отношениям, да, улучшится ваше и внутреннее самоощущение, ваше состояние, и ваша открытость к женщинам. Здесь вы уже, когда встретитесь, да, вот после, ну, будучи в таком уже нормальном, скажем так, состоянии, здесь уже вы проявите к ней инициативу, и вы как-то будете больше открытый, больше общительный, больше будет каких-то, может быть, даже шуток, прибауток. Поэтому это не будет общение, которое вот раз и все, раз и в дамки, и вы уже как бы влюбленный и так далее. Нет, это очень такое постепенное общение. Опять же, я уже много раз говорила, что это связано с теми самыми вашими психотравмами, которые вы получили. Очень тяжело, казалось бы, влюбиться, да? Ну вот, пауза, однозначная пауза в личной жизни у вас у многих проигрывается. Но любовь с этой женщиной возможна. У нас выпала карта любви. Как бы вы ни сопротивлялись, как бы вам ни казалось, что вы уже не сможете полюбить, да, опять же, есть среди вас те, которые находятся в таких энергиях, которые уже не доверяют, не верят, да, вот как я говорила, это в сигнификации. Но тем не менее, любовь у вас есть, и она возможна с этой женщиной. У кого-то это будет более длительный период, ну, таких вот встречаний, конфетно-букетного периода. У кого-то, опять же, у кого короче, у кого длиннее, неважно. Опять же, но это не будет такая любовь с первого взгляда. Но то, что вы придете вот к стабильности, даже к совместному проживанию, вы спокойно можете дойти, но это будет такой, знаете, очень осознанный путь, это продуманный путь, это отношения, которые, вот казалось бы, она, вот эта женщина, она хочет быть с вами рядом, да, но вы ее пока не замечаете, вот. Она будет скорее с нетерпением ждать, когда же вы наконец-то будете, может быть, жить вместе, потому что она давно об этом мечтает, она давно вас призаметила, подзаметила. Но из-за ваших вот внутренних таких переживаний, либо же внешних проблем, это будет все немножко тормозиться. Вы как мужчина, как взрослый уже солидный мужчина, который обдумывает, что сделать, когда сделать, как лучше, да, вы взвешиваете все за и против. Поэтому не будете торопить события, не будете, как говорят, бежать впереди паровоза, потому что те из вас, которые тем более решают финансовые проблемы, но для вас, наверное, финансы какой-то период будут все-таки на первом месте. Поэтому как только вы начнете улаживать все свои внутренние и внешние проблемы, вот тогда огонечек любви у вас и загорится, и тогда вы сможете постепенно, как я уже сказала, идти к отношениям, к совместной жизни и так далее. Отношения будут теплые, отношения, когда вы идете рука об руку, отношения, когда не будет такого вот прям фонтана страстей. Это будет такая спокойная, ровная, но взаимная любовь. Это будет ваш осознанный выбор, это будет женщина, с которой вам будет хорошо, легко и комфортно. И на самом деле очень и очень важно, потому что когда есть такое ощущение, что тебе приятно даже помолчать с человеком, это, наверное, уже высший пилотаж. Когда родство душ, когда тебе приятно уже, когда ты просто находишься в одном помещении, и ты кайфуешь от того, что она просто рядом, но это дорогого стоит. Поэтому, мои хорошие, она уже рядом, но вы пока ее не замечаете, но скоро заметите. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!